Я сейчас нахожусь в Главном музее Республики Татарстан. Стоимость билета на одного взрослого человека 500 рублей. Сейчас немножко прочитаю вам об этом музее. Национальный музей Республики Татарстан. Научно-исследовательское и культурно-образовательное учреждение. Ведущий музейный центр Татарстана и один из крупнейших культурно-исторических музеев в Поволжье. Ну что ж, дорогие друзья, давайте немножко осмотрим. Национальный музей Республики Татарстан открыт в 1895 году и является одним из старейших и крупнейших музеев в России, имеющим статус научно-исследовательского центра. Одним из важных направлений деятельности музея считаются экспозиции – археологические, историко-бытовые, этнографические. Второе приоритетное направление – издательская деятельность, работы по краеведению, искусству, нумизматике, зоологии и другие. Книги можно приобрести в здании музея, публикации научных работ, каталогов, буклетов и афиш. Каждый год исчисляется десятками, и, конечно же, какой же музей без экспозиции? В фонде музея более 780 тысяч экспонатов. Это вот изба, где совершенно четкое зонирование. Да, вот на мужской половине сушатся ряды шкур, потому что тогда значительная часть Татарстана была еще покрыта лесами. И в этих лесах, видимо, водилось вот этого вот пушного зверя, который активно отлавливался и отправлялись шкуры на экспорт. Кроме того, тут присутствуют горшочки мед и воск. То есть это то, что отбиралось бортниками у диких пчел с большими жертвами, но тем не менее. То есть как такового пчеловодства тогда еще не было. А на женской половине расположена печь, точнее очаг. По-прежнему дышали дымом, не было дымохода, он выходит через отверстие в стене. Что было, конечно, не очень полезно для здоровья. Мы-то думаем, что древние люди, там, хорошая экология, хорошие продукты, но это правда, но не вся. Дышать дымом не полезно. В общем-то, в таких же домах жили не только сельчане, но и большая часть горожан. И вот перед нами раскинута территория Волжской Булгарии, где было около 12 крупных городов. Конечно, Булгария была во времена расцвета намного больше, чем современный Татарстан. Часть Самарской области к нам относилась, часть Ульяновской, значительная часть Башкирии, Марийки, Пензенской области. То есть вот такая большая держава. Национальный музей Татарстана невозможно представить без Андрея Федоровича Лихачева 1832-1890. Вел он закрытый образ жизни и до конца своих дней коллекционировал оружие ананинского времени, монеты древности, Египта, картины живописцев разных стран, гравюры, булгарские украшения из серебра и золота, орудия каменного века и многое другое. Отец и дед Алексея Федоровича тоже увлекались коллекциями. От них, вероятно, и передался интерес к этому занятию. Биографы утверждают, что через его руки проходило большинство исторически важных и ценных находок. Внушительность собранной Лихачевым коллекции, обширный анализ предметов, высокая эрудиция и четкая научность исследований обратили на него внимание и выдвинули в ряд авторитетных ученых России. Карета дворянская, 18 век. Дворянская карета середины 18 века – раритетный экспонат и визитная карточка Национального музея Республики Татарстан. История кареты связана с визитом в Казань в 1767 году императрицы Екатерины II, когда она совершила путешествие по Волге.
После смерти Андрея Лихачева всю богатую коллекцию его брат Иван Лихачев передал городу Казани, выкупив предварительно у жены Алексея за 30 тысяч рублей. При передаче было единственное условие – не делить коллекцию на части под названием «Музей Лихачева» и никогда не смешиваться с другими отделами его, но оно было нарушено дважды. В 1919 году во время революционных преобразований в крае и в 60-х годах часть художественной коллекции передана в Музей изобразительного искусства ТАССР, после чего Иван был избран почетным гражданином Казани. Это можно озвучивать? Эту сказка сегодня будет китайская. Наверное, это одна из самых известных, по крайней мере у нас в России, китайских сказок о желтом аисте. Хотя в оригинале она называется «Сказка о желтом журавле». Но сказки переводят с языка на язык, и когда вот переводили, журавль превратился в аист. Но сути от этого сказки он не поменял. Рассказывают, что когда-то давно в Китае жил музыкант Минхэ. Он был образован, молод, красив, умен, прекрасно играл на разных музыкальных инструментах, но лучше всего на флейте. Но, как это часто бывает, талантливый человек не очень любил деньги, и деньги ему отвечали тем же самым. Порой он голодал, у него не было собственного дома, и, возможно, он бы так и сгинул, может быть, умер бы с голоду, если бы ему не встретился хозяин чайной, которому понравилось, как Ми играет на флейте. И он сказал: послушай, музыкант, ты беден, у тебя нет ни дома, порой ты голодаешь, живи у меня в чайной, у тебя будет кров, еда, но каждый вечер играй для моих гостей. Музыкант согласился. С стены сошел нарисованный аист, он был прекрасен, изящен, желтого цвета, и он танцевал. Танцевал весь вечер, люди были сначала в недоумении, потом в изумлении, потом в восхищении, и очень скоро об этом узнал весь город, а потом и близлежащие провинции, другие города, и народ валом повалил в чайник. Хозяин богател, аист танцевал, аист сошел со стены, Ми развернулся, вышел прочь, и аист последовал за ним. С тех пор никто не видел, ничего не слышал ни о желтом аисте, ни о музыканте. А хозяин, понимая то, что он лишил людей чуда, на все оставшиеся средства построил башню, которая неоднократно горела, разрушалась, но в Китае ее постоянно восстанавливают, и она до сих пор стоит. Башня желтого журавля. Ну, а мудрые люди говорят, то, что чудо действительно, чтобы быть чудом, должно принадлежать многим, всем. А иначе, если кто-то вдруг захочет его присвоить, оно просто исчезнет. Две палочки. Механизм простейший. Пробуем. Иди сюда, хватай нам папер, если хватать не успеваем. Ага.
прижимаются плотно к экрану, но не давятся. Это музейные занятия, называются «Ее Величество Тень». С новым 2025 годом! Желаем всего доброго, всех благ, здоровья. Приходите к нам в Национальный музей Республики Татарстан. А что я молчал-то? Вы все еще снимаете, да? Очень хорошо. Сил, энергии, здоровья. Пусть мечты сбываются в новом 2025 году. Коллекция Андрея Лихачева стала основой городского общедоступного музея, сейчас Национальный музей Республики Татарстан. Она составляла 14,5 тысяч экспонатов по археологии и этнографии, около 25 тысяч монет и медалей, булгарских, золотоордынских, греческих, римских, персидских, а также большое количество редких старинных книг и рукописей, картин Рембрандта, Тициана, Мурильо, Брюлова, Айвазовского, Шишкина и других художников, изделия из стекла и фарфора. Ну что ж, дорогие друзья, мы посетили главный музей Республики Татарстан и отправляемся дальше.